So, now we start with something about the Vedic Сейчас мы начнем с study. вами с изучения Вед. In the previous sessions, we are, to some extent, we have studied about what is Veda and what is the classification. All these things we have already studied. На предыдущих занятиях мы с вами изучали, что такое Веда, рассмотрели классификацию Вед и другие рассмотрели вопросы. So Veda is the general term which many of the people know. Веда – это обычное понятие или термин, который знаком многим. But most of the people, Но большинство людей by the term Veda, most of the people they mean some text, some book. Но для большинства людей под этим понятием Веда скрывается, скорее всего, книга. Они думают, что это книга какая-то. And Это учение. when we consider this as some book like the other books, Когда мы рассматриваем Веда и подразумеваем под этим книгу или какое-то учение, then we think of about the who wrote these books, who is the author, and what was the time of this and all these things. да, мы начинаем думать о том, что кто же написал эту книгу, когда же она была написана, о чем нам и так далее. This needs more clear understanding. Ну, поэтому необходимо кое-что прояснить в этом отношении. Veda is, of course, it is in the form of the book also. Конечно, Веда, она имеет и находится и в форме книги тоже. But it is not merely just a book like the other books. Но это на самом деле не просто необычная книга, не такая же книга, как и другие. But it is an eternal scripture, a scripture eternal. Но это также и Писание о личной мудрости. And it is a script of the unwritten, it is what is called the unwritten script. Это также Писание, которое мудрости, которое That means it is a script not written by human being. которое, можно сказать, тут невысказанное. То есть это Писание, которое было написано нечеловеческими, передано нечеловеческими существами. It is a book of this creation. Это книга о творении, об этом творении. So, if we, for example, if we see Akasha, space, it is the book. Ну вот, только, например, если мы будем думать с вами о том, что пространство Акаши – это книга, And there are many pages in this book of Akasha. то тогда в этой книге очень много страниц. And therefore, it is an eternal book because Akasha is the space endless from which everything manifests out and everything is contained in Akasha. Мы знаем о том, что Акаша безгранична. В ней содержится, это тоже как книга, в ней множество страниц, в которой содержится Писание обо всем и обо всех. So all the mysteries of this creation are there contained in this book. То есть все тайны этого творения сокрыты в этой книге. And from the time to time, all these mysteries, И время от времени все эти тайны, they are revealed to those persons who are of high intelligence as a revelation. и время от времени эти тайны раскрываются высшим разумом, которые через откровение. Раскрываются тайны высшим разумом через откровение. And these revelations which are received by them, they could bring this into a script. И эти откровения, которые получают эти высокоразвитые духовные существа, и приобретают потом форму книги, So this written script from these persons is the record of these revelations. То есть эти писания, то есть записанная мудрость,
существами. Это является как бы записью того откровения, которое было ими получено. Therefore, the scripture or the book of Veda is called is as impersonal. Поэтому это писание или книга, это Веда, книга, называется как безличная. Это безличная. То есть у нее There is no author. And the question arises that who wrote Vedas? И тогда же возникает вопрос, а кто же написал Веду? So it is said that Vedas are, the script of Veda, the text of Veda is, there is a word for this. Также в It текстах is a word, в этих писаниях есть Apaurusheya. Апаурушия. Apaurusheya, I will explain what it is. Сейчас объясню, что означает это слово апарушия. Purusha means person. Пуруша означает человек. So this word Purusha is applied in different aspects, Это in слово different levels. пуруша. Это In different, they are applied in, this is applied in different levels. это слово пуруша, оно применяется для различных уровней. So in the human level, Purusha means the human being. На человеческом уровне пуруша означает человека, человеческое существо. So it is Apaurusheya means the script which is not brought or which is not written by a human being. Apaurusheya. Paurusha. Парушия, первое слово, означает писание, которое написано не человеком. Paurusha means that which belongs to human being. Потому что пауруша означает то, что принадлежит человеческим существам. А соответственно, Is negation. Apaurusha. это как отрицание. Поэтому апауруши означает то, что написано не человеком, не человеческим существом. So the Veda, it is not a written script by the human being, but it is a revelation received. It is received as a revelation. Поэтому Веда — это писания, которые не были написаны человеческим существом. Это откровение, которое было записано. And that revelation is recorded. И это откровение было записано. And this record is the record of these mysteries which are received as revelation. And this record is also can be called Veda. That is what we see as the Vedic text in a Что же written означают form. эти ведические тексты? Это ведические тексты есть как раз запись вот этих мистерий, запись этих тайн, тех тайн, которые были открыты посредством откровения. For example, the birth of the sun, the birth of the planets, Как, например, рождение Солнца, рождение планет, and the birth of our earth and birth of the beings. рождение Земли, нашей планеты, рождение So, живых существ. all this is an eternal process. Все это вечный процесс. And all this is a mystic process, is process which is unveiled, which is there always as a Это- mystery, but it's from time to time it is unveiled. Это все мистический процесс, процесс, который был раскрыт. То есть из неявного стал явным, который раскрывается вот периодически, время от времени. That is why it is called the occult process. Occult means it is a hidden process. Это называется оккультный процесс. Оккультный означает скрытый, тайный. Скрытый. So all this it is example for the Vedic text. It is all this
secrets of this creation, all this is contained in the form of Veda, in the text of the Veda. Поэтому в текстах Веды и сокрыты, то есть раскрыты все эти тайны творения. So therefore, when somebody questions when Vedas were written, by whom they were written, Поэтому, когда задается вопрос, а кто же написал Веды, то ответ таков: они не были написаны. then now you can understand that it is not written by the created being. We are all created beings. То есть вы должны понимать, что они не были написаны сотворенными существами. But it is there as eternal truth. А это скорее вечная мудрость, вечная истина. And from time to time it is received as a revelation. И время от времени, которое открывается или получается как откровение, через откровение, приходит через откровение. And then the human beings are enabled to know, to study this and to realize this. И тогда человеческие существа становятся способными изучать это и To realize. осознавать, понимать, осознавать. And then their consciousness is also raised and they can experience all this once again. И их сознание также поднимается в этот момент, изучают, их сознание тоже также поднимается на более высокий уровень. And all this process of realization, visualization, all this, it also goes on always. Since when we are all created, since then all this is also going on. И все эти вещи повторяются, эти процессы, то есть осознание, Visualization also. Yes? визуализация, и эти процессы были, проходят и будут проходить, и они давно проходили, еще с тех пор, когда все было создано. So from time to time the human beings, they can read this as a literature also. Vedic, for example, we say Vedic literature. So because since it is also available in the form of literature in the books, so we can study this, but we should remember it is not just, it is brought as a literature in the books, but it is a revelation recorded, it is a record. То есть мы можем, да, конечно, мы ведические писания изучаем, то есть и мы можем их видеть в какой форме ведических различных писаний, в форме книг различных. Но когда мы сталкиваемся, очень много ведь ведической литературы, но когда мы видим эту литературу, мы должны помнить об одном, что это не книга, а это что? Это откровение, которое было записано. Since this is a record of the universal and eternal truths, this is also called Veda. This record also can be called Veda. Поскольку это запись вечной истины или вечной мудрости, поэтому эта книга и носит название Веда. Suppose I have taken a picture of Peter Например, я сделаю фотографию Петра from my mobile с мобильного телефона, со своего. and printed out this picture. Распечатаю эти фотографии. And if I show it to this picture and say, this is Peter. Да, и вот покажу вам картинку, скажу, вот это Петр. Фотографию покажу, скажу, это Петр. How far it is true? Насколько это будет истинно? It is true that it is a Peter, but in the form of the picture, by looking at this, we are Вот, конечно, reminded to know Peter. да. Ну, конечно, на фотографии изображен Петр, но мы должны помнить о том, что это всего лишь изображение его, это фотография Петра. Мы должны помнить о том, что ведь есть истинный Петр. So the texts of Vedas, what we have with us, which we can anytime we can open, we can study. All these texts are like the photographs of the Все Veda. эти тексты ведические, которые мы с вами можем открыть, мы сможем изучать, это точно так же, сравнение с фотографией, это как фотографии. So by opening these texts and by trying to enter into them, by trying to meditate upon them, we can reach these eternal secrets, the real Veda. Но открывая эту книгу и стараясь ее понять, изучить, мы можем соприкоснуться с этой вечной мудростью. So in this manner, we can understand
the reality about the Veda, the scripture. So it is true with any scripture. И мы должны поэтому понимать, что из себя в действительности представляют эти писания. И это касается всех писаний. Ну, когда речь заходит о книге и о писании, что же это просто книга или это все-таки Any нечто holy большее? scripture, Это святые писания, it is a revelation. это откровение. Therefore, it belongs to all ages. Поэтому оно принадлежит всем векам. But unfortunately, the human beings from time to time, Ну, к большому сожалению, человеческие существа время от времени, who do not focus into the mystery of the scriptures and try to connect it, которые не труждают себя тем, чтобы сфокусироваться или сконцентрироваться на изучении именно священных писаний, постараться их понять. they just understand the scriptures also in a conditioned manner, and they try to classify the scriptures belonging to some or other religion. Они, к сожалению, к большому сожалению, в этом случае они лимитированно очень ограниченно воспринимают эти писания и пытаются их разделить и приписать различным религиозным направлениям, течениям. So in fact, the scriptures have nothing to do with any religion. На самом-то деле писания ничего не имеют общего с религиями, с какими-либо религиями. Because all the mysteries of the creation, they are explained in the scriptures in the form of allegories, in the form of symbols. Потому что все тайны творения на самом-то деле в писаниях объяснены в форме символизма, в форме аллегорий, Which are eternal and universal. То есть объясняют символизмом, используя символизм и аллегорию, объясняются вечные истины. So, for example, the sun, Например, our Солнце, sun and other наше suns of Солнце, other solar или systems, другие солнца, или солнце других солнечных систем. the sun has a principle, То есть это что? Солнечный принцип. and the principle as a moon, И точно так же мы можем говорить о принципе and the Луны, principle of all the planets. и о принципе других планет. How can you relate them to any religion? Because they are Как universal, вы they are можете eternal. соотнести их с какими-то религиями? Ведь они-то, The religions, they come into existence from time to time, and afterwards they go back into потому non-existence. что религии, они же не вечны, они время от времени возникают, появляются, потом исчезают. So therefore, you have to grow above the religion to have this understanding, to have this visualization, to have this revelation. Поэтому вам надо подняться над религиями, чтобы осознать, понять, что же это, эту высшую истину, чтобы визуализировать и прийти к этому состоянию откровения. So we have to get over the limitation of this, and then we have to, then only you can realize all these higher mysteries. То есть мы должны выйти из этих ограничений. Только после этого мы сможем осознать высшие тайны, высшие мистерии. So, whenever the humanity needs again and again the opening of these mysteries, И когда бы человечество не нуждалось в том, чтобы эти мистерии были раскрыты, then the higher beings, the higher intelligences, they manifest in form, высшие существа, высший разум проявляются в форме. to come in the human form, Они принимают человеческую форму, and again to bring these mysteries of the Veda, the mysteries of the creation, to bring into the form which is understandable for the human being, human И mind. тогда они эту высшие мистерии приносят и в ту форму, которая была бы понятна человеческим существам. And those beings who manifest from the higher planes, Те существа, которые проявляются с высшего плана, they are called rishis. они называются риши.
So Rishi means a seer who can have the revelation, Риши называется a seer. Мессия, тот, кто видит. Видящий. Rishi. Видящий, ну видящий, да, если так можно. So they are what? They are who are called now also in modern now in modern times they are В настоящее время их называют также, called the higher masters, их называют высшими учителями, the higher beings. высшими существами. So the recent advent of these rishis И последнее проявление, или мне скажите, появление этих риши, because there is much more and more to know about this, the rishis and all these phenomena of the rishis coming into manifestation. конечно, много чего надо узнать и знать о том, каким же образом риши приходят, приходят в человеческую форму, обретают человеческую форму, приходят в это. Because we are on the human plane of consciousness. Потому что мы находимся с вами на уровне человеческого сознания. So higher to this, there is the planetary plane. Выше этого плана находится планетарный уровень, планетарный план. And then you have solar Потом level of идет consciousness солнечное сознание, and солнечное. cosmic Потом consciousness идет космический уровень или and космическое сознание. supracosmic. Потом идет сверхкосмическое сознание или сверхкосмический уровень. And this goes, when you trace back this, it goes to the Creator Himself. И если мы будем отслеживать это все дальше и дальше, все выше и выше, то это идет до самого Творца. So it is a grand order of this Это creation. величественный порядок этого творения. All this order of this creation, once again, Порядок is- этого творения it is also given in the texts of Vedas. или устройство этого творения, оно приведено в Ведах. And all this what is given in the Vedic text, that is once again brought into the form of the two types of texts once again. One is called И есть два еще, Веды содержат еще два текста, которые также были записаны. Это one is called Itihasa. Itihasa means один из них это the Итихаса. historic recording. Это означает историческая запись. And the other is А другой текст называется Purana. Пурана. So what is Первый текст. Первый. Historical order. Yes? yes, Itihasa gives you the history. Да, то есть Итхаса дает вам что? Историю. History means Исторические события. Historical events. Yeah? yes, historical events Исторические and the события. Хронологические, да, хронологические порядок событий. So it is not just limited chronology, but Itihasa gives you from the descent, from the solar descent and lunar descent, how this came up to the human levels, and from there the order of Итхаса rulers and all объясняет, these things. каким образом The principles, lunar and sun principles, yes, From that descending, Итхаса объясняет то, каким образом вот солнечные, другие луны и другие принципы не сходят, то есть обретают форму. because all the human beings, Потому что все человеческие существа, we have descended, we have come into existence мы все пришли в существование или обрели это существование from those whom we call rishis.
от тех, кого мы называем риши. For the modern human being, it is unbelievable. И для большинства человеческих существ это просто невероятно. Поверить в это не могут. Because the link is lost, all Потому these что mystic links. связь у них утрачена. It was known by the human races, Но это было известно человеческим расам, которые существовали прежде. but afterwards it is lost. Но после этого, с тех пор, эта связь была утрачена. But even though it is lost from the human mind, but yet it is never lost from the records. Да, но несмотря на то, что это было утрачено в человеческом уме, эта связь, это никогда не утрачивается. All this wisdom is preserved. Потому что эта мудрость существует всегда. And once again, when the human beings, they get once again receptive, then once again it is received. When the human minds, they become receptive to this, И когда человеческий ум становится восприимчивый к этой мудрости, тогда она и открывается. so without exception, human beings of all times and all nations, we are the progeny, we have come down, we have descended from the roots, from those rishis. То есть для всех человеческих существ, которые были рождены, мы все человеческие существа, которые пришли и на Землю были рождены, мы все являемся потомками этих риши. So those who, in whose traditions it is preserved, where it is not lost, those they know from whom they have А в тех descended. традициях, которых это сохранена связь, которые об этом помнят, то они, конечно, знают, откуда они родом. So wherever the Vedic tradition is continued without being lost, then even till today we can know from where we have И descended. благодаря тому, что эта ведическая традиция продолжается, благодаря этому поддерживается, продолжается, мы знаем, откуда же мы пришли, откуда мы родом. So therefore it is beyond all these religious limitations what we have now. И поэтому вся эта мудрость, она превышает все эти религиозные ограничения, которые существуют. И все те религии, которые сейчас есть. How can you confirm this? How can you tell that all the human beings Как вы можете have это descended подтвердить? from the rishis? Каким же образом, почему, как вы можете это подтвердить? Как вы можете сказать, что все человеческие существа произошли от риши? This we can realize by knowing that what the rishis, what is the work of the rishis and how they have descended. Это мы можем понять, если мы с вами будем знать о том, каким же образом, в чем, вернее, заключается работа риши и каким образом они исходят. In the order of the creation, В устройстве the Вселенной process of creation, и в процессах Вселенной. when the creative intelligences, when the Supreme, the Lord Supreme, who is the source of all the creation, Когда высшие, когда творческие разумы, высшие существа, from whom this creation has come into existence. благодаря которым все это творение и проявилось, Because in the order of this, because this creation has a definite order in which all this creation has come down. ведь в том, что все это устройство имеет, то есть вся Вселенная имеет определенное устройство. And all this process of creation is explained in the scriptures in the form of allegories. И все эти процессы, которые происходят в Вселенной, они описаны в Писаниях в форме аллегорий. And these allegories are common in all the scriptures. И эти аллегории, они вообще для всех Писаний. Say, for example, there is an allegory Скажем, например, есть аллегория of the grand fish о большой рыбе. in the Purana.